Сегодня я посетил заброшенную школу. В огромном здании, закрытом 8 лет назад, многое осталось на своих местах. Найти подобное место в 2022 году – большая удача. Ну что ж, приятного просмотра! Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. И сегодня я нахожусь в заброшенной сельской школе. Закрыта она была не так давно, и здесь еще многое осталось. Первый кабинет. Надписи на двери нету, что это за кабинет. Интересно, будет ли здесь вода. Воды здесь нету. Судя по вот этому глобусу, это был кабинет географии. Да, это был определенно кабинет географии. Океаны, континенты. Образцы различных минералов и камней. Это, конечно, интересно. Еще какие-то коробочки. В коробочках еще камни. И еще камни. Такие интересные маленькие макетики. Река, берег. И это желтое, видимо, русло другой реки, которая впадала в эту реку, синюю. Довольно интересно. Продолжение самых разных минералов. И здесь также еще минералы, самые разные. Еще один глобус. Коллекция шерсть. Здесь, видимо, еще самые разные образцы шерсти. Шерсть неочищенная, ткань, равнина, пряжа. Даже есть образец песка. Вот это да. Кладовка учителя географии. Макет реки, гор, равнин. Глобусы, еще образцы минералов. Еще самые различные макеты горных местностей.
горные реки. Глобусы. Самые различные карты. Я думаю, ученики этой школы хорошо знали географию с такими-то учебными приспособлениями. Вот это вот горы, это снег, а вот это низина и река. Книжка Лев Толстой. Интересно, какого она года, потому что по состоянию она, ну, очень старая. «955 года». Аптечка. Еще, наверное, советская аптечка. Глобус. И еще один макет. А, это макет вулкана. Вот, макет вулкана. Как выглядит вулкан. Кабинет физики. Парты даже остались на своих местах. И на стене висят портреты различных известных физиков. Архимед, Ньютон, Ломоносов. Некоторых из них я даже не знаю. Законы физики в жизни. Самые различные приспособления для лабораторных работ по физике, вероятно, для практических работ. Честно, я физику учил не очень хорошо в школе, поэтому я мало про что могу вам здесь рассказать. Кто знает, для чего это все было нужно, тому, я думаю, это будет интереснее. Это, наверное, приборы для измерения плотности, либо давления, не, скорее давления. Учебные амперметры. А вот учебный вольтметр. Такие у нас тоже были в школе. Даже есть, по-моему, учебный аккумулятор. Да, образец, как выглядит аккумулятор в разрезе. На доске кто-то подписался. Здесь были в 2020 году и в 2019. Антон из Даугавпилса. Правила внутреннего поведения в школе. Еще различные физические таблички, плакаты. А здесь была кладовка учителя по физике. Вот здесь написано, какие здесь хранятся средства обучения. И здесь они, по всей видимости, некоторые из них даже и остались.
Контрольные работы по геометрии для 6 класса. Образцы различных геометрических фигур. В том числе и сделанные собственноручно. Некоторые из дерева, некоторые из бумаги. Подушка штемпельная. Не знаю, для чего это было нужно. Учебники по физике и геометрические фигуры. Возможно, это был не только кабинет физики, но и кабинет геометрии тоже. Следующий кабинет. Непонятно, что это был за кабинет. И здесь, к сожалению, уже не так много всего осталось. Пробирочки. Какие-то зайчики. Пособие динамическое, демонстрирующее законы Менделя. Честно, не знаю, что это. Охраняемые виды растений в Латвии. Вероятно, это был кабинет биологии, если здесь про растения. Это коробочки. Это спичечные коробки, и в них засыпаны образцы песка, глины. Интересное пособие учебное. Возможно, часть учебных пособий в этой школе делали сами ученики, как домашние задания. Внутренние органы червяка. Да, это определенно был кабинет биологии. Образцы различных, наверное, или насекомых, или растений. Но вот это образец шишки. Наверное, это образцы растений все-таки были. И образцы различных камней, песка, глины. Кладовка учителя биологии. Собственно, биологию я тоже не очень хорошо знаю. Но вот я вижу, здесь лежат магниты, которые должны магнититься, но, видимо, от времени они уже перестали магнититься. Разные колбы, пробирки. Честно говоря, биологию я тоже знаю не очень хорошо, поэтому... Как люди заботятся о птичках и рисунок кормушки для птиц. Так вот, биологию я тоже знаю не очень хорошо, и поэтому мало о чем я здесь могу рассказать. «Думай сам». Кассета называется. Что-то... засушенные рыбки в баночке. Еще что-то интересное. Виды цветов. И еще виды цветов. Но это уже другие виды цветов. А вот и цветы, но они уже завяли от времени. Так, это, видимо, внутренние органы. Образец органов. Да, вот строение человека. Строение внутренних органов человека. Лесные птицы в Латвии. Тут столько всего на самом деле, что это можно изучать очень долго. Поэтому я все помещения этой школы снимать не буду, потому что школа реально огромная. Постараюсь показать вам лишь самое интересное. Так, пробирочки, и на них написана разная щелочность или кислотность, вот pH. И разные образцы жидкости.
начиная от кислот, вот эта кислота, и заканчивая щелочами. Вот. Какие-то коробочки, но пустые. Ядовитое растение. Травяные чаи. Вот это тоже, я так подозреваю, какие-то ученики делали такой плакатик про травяные чаи. Так, эти коробочки, к сожалению, пустые. Хвойные иголки елочные. Вот, к сожалению, в этой школе уже побывали вандалы, мародеры. Очень грустно видеть вот эти разбитые пробирочки. Образец мышки. Образец улитки. Я не понимаю, зачем приходить это все разбивать, уничтожать. Внутреннее строение речного рака. Нервная система речного рака. А остальное, к сожалению, все уже разбито. Главная лестница этой школы. А я направляюсь в следующее крыло. Кабинет рисования. Такие маленькие парты, стульчики. Видно, что это было рисование для начальных классов. Бутылка от Кока-Колы, интересно раскрашенная, 2002 года. Это, я так подозреваю, слеплена из глины или из пластилина, такая голова слеплена. Картина с цветочками, вазочка. Здесь, судя по всему, учили не только рисовать на бумаге, но также лепить что-то из глины, из пластилина. Кстати, вот такая интересная пирамида питания. Что нужно кушать, чтобы здорово питаться. Интересная вещь. Нам в школе тоже рассказывали о такой. Какое-то интересное устройство такое. Можно было крутить этот барабан, и что-то тут, видимо, высыпалось. И пластинки мелодия. Но пластинок везде много. А вот это был актовый зал. Стулья остались на своих местах. А вот и сама сцена. Такая вот тут интересная комнатка, закрытая двумя дверьми. И здесь внутри фотографии. Как это все выглядело, когда в этой школе кипела жизнь. Я подозреваю, что эта школа была закрыта не так давно. Но если в 2020 году сюда уже кто-то залезал, значит, вероятно, она была закрыта, может быть, в 2018 году или в 2017.
Я не думаю, что она была закрыта дольше, чем 5 лет назад. Гарри Поттер. Школьная библиотека. Много книг лежит. В основном, я так думаю, это были учебники. Жили-были. А также тут могут быть различные рассказы для детей и прочая литература. Слово о музыке. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. Латышский словарь. Кстати, есть книги как и на латышском языке, так и на русском. Я думаю, что в этой школе проходило образование на 2 языках. Как и на русском, так и на латышском. А закрыта была школа, я так подозреваю, потому что она очень большая. К сожалению, поселок, в котором она находится, постепенно приходит в упадок. И с каждым годом здесь живет все меньше и меньше людей. А следовательно, и в школе становилось все меньше и меньше учеников, и содержать такую большую школу становилось просто невыгодно. Поэтому у нас и закрываются многие такие школы в деревнях. Латышская литература, латышские писатели. Удивительно, что это все дошло до наших дней в таком хорошо сохранившемся виде и совсем не разграбленном. Но, вероятно, это потому, что эту школу весьма неплохо охраняют. Тут еще полный шкаф книг. К сожалению, все эти книги сейчас заменили компьютеры и интернет. Следующий этаж. Посмотрим, что будет здесь интересного. Туалет для мальчиков. Кстати, я еще не зашел ни в один из туалетов в этой школе. Посмотрим, что они из себя представляли. Раковина. А вот и кабинки. Но унитазов уже нету. А вот тут еще унитаз остался. Кабинет пения. Так, кабинет пения. Но кабинет пения достаточно пуст. И здесь рассыпаны какие-то камушки или зерна. Кто-то сюда принес скелет лягушки. Различные пластинки. Музыка для слушания в 6 классе. Я так подозреваю, это были учебные пластинки, и ученикам ставили слушать музыку на проигрывателе пластинок. Вот. Музыка для экспериментальной программы по образованию в школе для 5 класса. Вот это, вероятно, латышский народный хор. К сожалению, все музыкальные инструменты отсюда уже, наверное, и вынесли. Вот люди играют на различных инструментах. На флейте, на скрипке. Вот еще стоят такой сундучок. Сундучок для мела, кстати.
Интересная вещь. И вот ноты. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. О, на двери висит календарик. Календарик за 2014 год. То есть, вероятно, эту школу и закрыли в 2014 году. Кладовка учителя музыки, к сожалению, закрыта. Кабинет химии и физики. Ого. Вот это да. Правда, тут стоит неприятный запах. Надо одеть маску. Тут осталось много самых различных химикатов. Я так подозреваю, что эти химикаты и создают такой запах. Коллекция, набор удобрений. Образцы самых разных удобрений. Таблица Менделеева. Различные химические ученые, химики известные. Формулы по химии. И различные учебные образцы. Вот это молекулярное строение какого-то вещества. Коллекция. Основные виды промышленного сырья. Но здесь внутри почему-то только камни. Хотя, может быть, камни это и было промышленное сырье. Потому что я ожидал, что там будет металл, дерево и что-то такое. Еще одна такая же коробочка. А, вот здесь уже что-то другое. Образцы металла. Вот здесь есть список. И здесь такие пластиночки. Вот это, например, сталь нержавеющая. Вот это, например, медь. Такие вот раньше были учебные образцы. Сейчас в школах таких уже нету. Нашел еще несколько таких коробочек. Здесь у нас тоже камни. А вот, собственно говоря, что лежало в коробочке по номерам и образцы. Например, тут была нефть. Но нефть кто-то забрал. Но зато вот остался каменный уголь. Пряжа, виды пряжи. Но это я уже видел, по-моему, в кабинете географии. Такие же образцы, только в другой коробочке. Так, а здесь шерсть, хлопок, лен, материалы для одежды. Я так подозреваю, что кто-то здесь хорошо порылся и все самое интересное забрал. Потому что вряд ли, когда эту школу закрывали, все бросили так прямо на партах. Весы учебные. Учебные весы. Да, здесь действительно есть учебные весы. Собственно говоря, тут должен быть еще штатив для них. И вот так вот на одну чашу ставилась гирька, а на другую то, что нужно было взвесить.
Разные колбы, пробирки. Такой же набор удобрений, как я уже видел. Бурый уголь. Еще различные образцы всяких материалов, пород, камней, металлов в таких коробочках. Боксит, алюминий. Минералы и горные породы. 76-го года, наверное. Это учебное пособие. И опять же здесь образцы оксидов и минералов. Конечно, да, сейчас в школах ученикам показывают видео где-нибудь на том же Ютубе. Показывают фотографии этого всего в компьютере. А вот так, чтобы вживую, как раньше были все эти учебные пособия, такого, к сожалению, нету. И как кажется лично мне, такой вот вид обучения, когда вживую все можно потрогать и пощупать, это намного лучше и эффективнее. Человек тогда это все запоминает, и у него остается это в голове. Так, набор «Юный химик». Здесь должны быть различные колбы в коробке. Но вместо этого здесь елочная гирлянда старая. Прибор для электролиза солей. Эта коробка пустая, а вот здесь целая стопка таких приборов запечатанных. Попробую один распаковать и вам показать. Инструкция. И, наверное, эти приборы даже ни разу не открывали, потому что здесь такое вот все в таком, как сказать, сене. Для того, чтобы этот прибор не побился, не разбился. И он даже, вероятно, не был ни разу пользованный. В общем, наверное, не буду я его даже открывать. Потому что все равно я пользоваться им не умею. Как он выглядит, не знаю. Это была вот такая подставка, и на ней такая колба. Подставка в коробочке лежит, а колбы я не видел. Так, весы. Точнее, не весы, а гирьки для весов. Пробирочки. Химические плакаты. Ареометры общего назначения. Наверное, тем, кто хорошо знает химию, это будет интересно. Но я химию тоже не очень хорошо знаю. И поэтому мне сложно здесь что-либо прокомментировать. Как правильно работать с пробирками. Но почему-то, кстати, руки не в перчатках. Вот это упущение небольшое. Вот, собственно говоря, стоит этот прибор для электролиза, который я пытался открыть в коробочке. Вот так вот он выглядел. А вот карта Латвии. И сколько у нас раньше было производств. Вот эти точки, это отмечены крупные заводы, которые когда-то были в Латвии. А здесь написано, что они производили. Календарь того же 2014 года. И кабинка, где проводили химические опыты с вытяжкой. Так, кладовка учителя химии. Тут, конечно, запах совсем неприятный, потому что здесь куча химикатов оставлена. Какой-то даже порошок химический.
еще химикаты. Органические вещества и банка, на которой большими буквами написано «яд». Вот это, конечно, находки. Баночка с сахаром, написано «сахар» по-латышски. Еще разные химикаты. Для любителей химии это, конечно, был бы рай. Они могли бы здесь много интересное для себя найти. Какой-то прибор. Пробирочки. Магнитные полосы. Но, как было написано на двери, это был кабинет не только химии, но и по совместительству кабинет физики. Но в основном все, что я здесь вижу, оно для химии. Для физики я ничего и не вижу тут. Но химикатов тут, конечно, очень много. Что-то вздулось. Страшно это трогать, конечно. Натрий гидроксид натрия прямо вот так вздулся из баночки и рассыпался. А вот это химикаты более древние. Не бросать, реахим. Еще одна баночка с ядом. Долго тут находиться не стоит, потому что, несмотря на маску, все эти пары, я так подозреваю, явно не влияют на здоровье лучшим образом. Так, пробирочки самые разные. Столовая. Но, к сожалению, дверь в нее закрыта. И можно довольствоваться лишь видом в замочную скважину. На первом этаже практически во всех помещениях стоит сигнализация, поэтому идти туда явно не стоит. Зашел вот в такое помещение. Здесь была переодевалка. Видно, для начальной школы, судя по таким маленьким шкафчикам. Даже ботинки остались. Но ботинки явно не детские, 43-го размера. Еще шкафчики. Но вещей здесь уже нету. И детские игрушки. Ну что ж, спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Школа на самом деле очень большая, но я постарался показать вам самое интересное. Удачи вам и до новых встреч!